Карлос, аккуратнее. Сейчас поймаешься на крючок. Всем привет, друзья! Алексей, канал Календарь Рыболова. С Карлосом подходим к месту землянки, точнее хижины рыболова. Сегодня снова непросто было добраться на электромоторе. Ветер такой встречный из-за поворота начал дуть. Просто на максимальной скорости еле и вывозил. Постоянно норовил сдуть нас в камыш, в траву. Но кое-как добрались. В прошлый раз проверено, что даже если непростые условия будет, то все равно аккумулятора хватает и туда, и обратно, так что я уже не переживал. И как по волшебству, здесь ветерок стих, потому что здесь такая лагуна. Я покажу немного, как здесь все это выглядит. Вот. Здесь почти всегда тишина. Вот сколько красноперочек тут плавает. Можно будет попробовать найку наловить. Ага, и стоит ловушка. Нужно будет проверить. Гостей, интересно, не было. Сейчас посмотрим. Домика теперь практически не видно. За деревьями, за листьями вообще незаметно. Так, Карлос, давай, выпрыгивай. Ты что-то сегодня решил не купаться, что ли? Давай, прибыли, выскакивай. Давай, 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 давай. Вылазь. Бабочек сколько вылетело по берегу, летает. Прямо сотни. Я их немного распугал, они полетели туда в сторону. Да ладно, только приплыли, ты уже назад что ли хочешь? Пойдем, высаживаемся. Вещей, конечно, взял как будто на неделю. На лодке хорошо тем, что можно много вещей взять. Хотя добирался сегодня очень долго. Пешком было бы быстрее прийти. Против ветра еле-еле продвигался. Ну зато и пила, и аккумуляторов куча, и одеяло. В общем, провизии тоже много. Пытался опять троллинговать по дороге. Но в такую погоду, конечно, сложно было. Я хоть и купил воблер троллинговый, ну, не еще когда-то он у меня давно был, покупал, но все как-то не приходилось. Он взял, он там заглубляется, там метров, не знаю насколько, но даже по руслу, там глубина там 7, 8, 9, местами больше, там 12 метров. И цепляется лопаткой. Заглубление приличное. В общем, ни одной поклевки. Поймал несколько окуней уже на небольшие воблерочки возле берега. Но не стал брать, потому что провизии много, а найку я их не сохраню. Жарко на улице. Вот. Кто-то спрашивал за этот защищенный смартфон. Да, я им пользуюсь, оставил его себе. Вот. Впечатление от использования, в принципе, довольно быстро привык к этому весу, 600 грамм. Главное, ремни, чтобы были на штанах, чтобы не спадали. Вот. А так уже он в руке держится, даже уже где-то берешь обычный телефон и уже как игрушечный кажется. Заряжаешь раз в неделю. Короче, мне нравится. Особенно вот для таких условий. Карлос, в чем дело-то? А, муравья понюхал, да? Нечего лазить, куда не следует. Так. Ай-яй-яй-яй. Пилу взял сегодня большую. Думаю, получится нарезать тоже много, побольше. Так, ну почти все разгрузил.
Хочу сразу проверить ловушку. Интересно, она что-то простояла уже неделю. Заплыла рыба, нет. Я думаю, что она там без проблем может выходить, находить выход. Там же не такая уж ну, мелкое отверстие, что она может зайти только туда. Думаю, что находит со временем выход. Короче, сейчас посмотрю. Подожди, никуда я не уплываю. Не переживай. Ох, тяжелая. Что это? Ёрш какой-то. Или бубырек один. Единственный. Не густо. Но тут прикормки-то, можно сказать, не было. В прошлый раз только добавлял. Надо будет залезть в воду без лодки. Что-то я поплыл. Да, это... Вытрусить лишние камни. Она такая уже неподъемная. Камней насыпал, когда еще. А сейчас уже промокла. Можно и без камней, наверное. Так, выгрузились. Карлос, ты на охране, да? Пойдем посмотрим, что у нас там нового. Похоже, ничего нового. Я думал, Юра будет среди недели. Похоже, что не было. Кладка подсохла. Ну вот вверху даже практически без трещин. Получается неплохая пропорция с песком. Совсем уже другая консистенция. Не так, как было, когда колотая ракушка. А тут, кстати, сыпется. Это там, где померзла, где в мороз клали. Там она вот так немножко обсыпается. Можно будет поштукатурить, я думаю. Хотя и так держится неплохо. А тут с песком почти не сыпется. Тоже обсыпается. Но все-таки глиняный раствор. Такое. Так, ладно. Пойдемте вовнутрь. А мне кажется, кто-то был, наверное. Какая-то провизия. Может, и Юра был. Так. Хотя Юра провизию в ведро положил. Ага. Точно кто-то был. Вот. Подарочки. Тушенки. Кукуруза. Наверное, рыбаки были, раз кукуруза. Обычно на кукурузу ловят. Так, ну, а так-то чистота и порядок, можно сказать. Прежде чем заняться приготовлением ужина, кстати, не поверите, что у меня сегодня на ужин. Нет, не угадали, не плов. С этим была смешная история. Предыдущее видео я готовил плов на костре. А перед этим тоже было недавно относительно видео. Это для вас недавно. А для меня по факту это было месяца 2 или 2,5 назад. Это было весеннее видео. И в нем я тоже готовил плов. Плов из тушенки. Такой плов туристический, как я его назвал. Вот. И получается, что там я приготовил его. И следующее видео выходит буквально через неделю, да. И я говорю, давненько я не готовил плов. Для меня это реально было давненько. А для вас это было неделя или 5 дней. Вот. Сегодня буду готовить просто жареное мясо на палочках. Вырежу эти шампурики деревянные. Разведу огонь. Но сначала хочу кое-что проверить. Вы видели, по берегу очень много камыша валяется, уже прошлогоднего, сухого. А вот эта дверь, оббитая баннером, на тот мне казалось, она лучше смотрелась, чем просто старенькая деревянная дверь. Но сейчас, мне кажется, она вообще не вписывается в окружающую природу. Так же, как и этот линолеум, который вот свисает с крыши. Но линолеум, у меня тоже есть мысли, как его облагородить, задекорировать под
под окружающую среду. А вот с дверью я решил сделать вот из таких вот камышинок, полностью ее оббить. Вот. И будет такая, как из бамбука. Мне кажется, будет смотреться намного лучше, чем вот этот вот баннер уже. Его, конечно, можно и отмыть, но совсем не то. Хочется, чтобы было поприроднее. Поэтому сегодня займусь этим. Ну, попробую, во всяком случае, получится ли. Я взял степлер. Будет ли степлером прибиваться. Степлером, наверное, ну, самый быстрый способ. Я даже не знаю, чем еще можно камыш туда закрепить. Вот. Ну, будет понятно, что его немного он сплющивать в том месте, где прибивает. Но это не принципиально. Думаю, что однозначно он не отвалится. Он довольно крепкий, даже если будет сплющенный. В общем, буду пробовать. По дороге сюда встретил рыбаков знакомых. Они очень неплохо отловились ночью. Говорит, все поклевки были ночью на леща. Это то место, где я когда на прошлый раз был на рыбалке. Ну, я там ловил. А я пробовал и на фидер ловить, но днем у меня не было поклевок. Погодка была не очень. В общем, что-то я потихонечку сдаю позиции рыболова. Но ничего, я наверстаю. Когда здесь немного закончится работа, тогда будет время на рыбалку. Ну, отходи. Так. Дровишек можно не жалеть. Сейчас вокруг полно уже таких подгнивших бревнышек, которые нужно почистить, так сказать, во дворе, поубирать мусор. И на нем заодно приготовить еду. Пока дровишки прогорают, пойду займусь чем-нибудь полезным. Я помню, пробивал здесь такую диагональную рейку, чтобы она держала старенькую дверь, чтобы она не разъезжалась. Не знаю, помешает ли она мне прибить камыш. Ну, как-то придумаю. Задекорирую ее также, может быть, длинным камышом. Сначала вот тут подрежу ровненько, а то как-то он здесь обгрызанный. Вот это, наверное, можно не подрезать, а просто прибить вот так. Все будет аккуратнее. И здесь тоже. Да. Вот так. А здесь вырезать и загнуть. Так. Степлер.
Кто это спрыгнул? Мышка тиканула. Цепляется. Ну, с крышей пока так. А вообще хотелось бы тоже как-то задекорировать камышом, чтобы не было видно вообще этого линолеума. Ну да ладно, сначала нужно доложить стенки, а потом уже заниматься декорацией. Посмотрим, как большая пила справится. Отлично справится. Маленькая будет для садовых работ. Такие дубовые пенечки не просто ей резать. Вот здесь возле окошка нужно немного потолще бревнышко, чтобы они как-то были все одного уровня. Пойду посмотрю, что там есть из остатков бревен. Только я жаловался в тот раз, что грибов нет, вот уже сыроежка какая выросла. Тут не только сыроежка. Вот. Кто это там, грузди или какие? Я такие, если честно, не... А их тут полно. Не ем. Вот. Маленькие какие-то, ну тоже похожи эти грузди. Тут можно ведрами их собирать. Прямо во дворе они растут. На месте землянки. Так, бревнышки мне уже не интересно. Интересно, может, белые грибы здесь будут. Вот еще семейка целая маленьких. Оп. Нет, это не белые. Я так рванул, подумал, что... А нет, это все те же грузди. Здесь уже все на дрова. Все подгнившее, поеденное короедом. Нужно будет прогуляться по лесу, по окрестностям и найти пару бревнышек потолще. Хотя здесь совсем немного осталось, но именно для окошка я думаю, что я отрежу сразу поленце такое метровое, чтобы не тянуть лишний вес. Пока бродил по лесу, дождик начался, вроде и погодка была неплохая. А вот моросит. Нашел бревнышко, далековато, но хорошее. Сейчас спрячу вещи в домик, а там посмотрим. А уже, наверное, буду жарить мясо, почти прогорело. Что, и тебе не хочется под дождем? Ну, пойдем. Чего ты скулишь? Сейчас насыплю тебе поесть. Прямо голодающий. Угу. Ну, дождик пока попугал немного и практически прекратился. Я на всякий случай вот так кулек одел на управляющую часть мотора, там где электрика, электроника. Так, угли уже прогорели, вернее дрова. Буду готовить ужин. Вот такие шампурики. Желательно кору срезать. И они отлично справляются. Не перегорают. И полностью
выполняют свою функцию. Хорошие угольки. Не помню, рассказывал вам или нет, как я мариную мясо. А точнее, как я его не мариную. Это в этот раз пришлось его как бы предварительно подготовить. Обычно я просто беру свежее мясо, режу его на куски и жарю. А потом уже сверху, когда уже оно будет готово, посолю и поперчу. Вот и все приготовление. Я недавно начал так делать. Мне очень понравилось. Соль не вытягивает из мяса сок. И оно получается очень сочным и очень мягким. И вообще никак не надо заморачиваться, там, замариновывать в газировке там, или в чем там еще, в томатном соке. Ну, кто в кефире, в майонезе, кто в чем только не пробовал. В уксусе, да, помню. Но ничего лучше, чем вот просто свежее мясо положил на огонь, а потом уже подсолил, поперчил, добавил соусы. Шикарно получается. Вроде бы и немного мяса брал. Получается, мангал такой не широкий. И немного помещается кусочков. Думал, будет 2 шампурика, но скорее всего придется 3. Я тоже так делаю часто, когда несколько шампуров. Ну, не самостоятельно, много там компания, да. Но сразу ж ты не съешь там всю порцию, например. Лучше поставить пару-тройку шампуров. Они приготовились, сразу съели по 2-3 куска мяса горяченького. А следующая партия уже готовится. Вот. Все время горяченькая, с пылу, с жару. Вот и я так сейчас буду. Пока этот готовится, второй будет на подходе. Ну вот и дождик снова пошел. Пожар. Так, а где же, Карлос, твои косточки? Это, конечно, не шашлык, но тоже ничего. Да, сегодня обратил внимание, что появились жуки-олени. Раньше они обычно появлялись в начале июня, там, в 10-х числах. А в этом году намного позже, недели на 2 получается. Вот. И у них какие-то там то ли брачные игрища, то ли другие какие-то там состязания, что они друг друга прямо разрывают. И то там голова валяется, то там туловище еще живое шевелится. Прямо такие страсти. В общем, они, эти жуки, олени, часто попадают в воду с деревьев там или еще как. И их подбирают крупные головли. Я их ловил так прямо с обрывистого берега, можно подкинуть сухарик или еще что-то, ну или того же жука. И они с жадностью хватают. Нужно будет пройтись еще посмотреть, когда волна
успокоится. Кстати, я видел только что кто-то кого-то съел. Пойдем, Карлос, прогуляемся, пока наши шашлыки уляжутся в животе. Ну, у кого что. Посмотрим, есть ли белые грибочки и есть ли головли. Грибы обычно растут из года в год примерно на одних и тех же местах. Поэтому несложно определить, пошли они уже или нет. Ну, как правило, ближе к осени, но бывало и весной росли, и летом. Но осенью, конечно, чаще. Вот какие-то грибочки. Ну, это вот эти вот поддубники, дубовики. Вот они вроде неплохие, но горчат. И вот с такой шляпкой. Вот только-только начинают. Обычно их очень много. Так, ну а что с головлями? Тут главное тихонько подойти. Они вот так вот курсируют прямо у самого уреза воды. Главное тихонечко подойти, и можно их увидеть. Прямо стаи их тут бывали. Лучше было бы посмотреть с утра на восходе солнца. Их будет намного лучше видно. О, вот какой красавчик. О, и вот еще. А это кто? О, такой вроде пахнет, вроде съедобный. Не видно. Ладно, сейчас плохая видимость, потому что солнца нет. С утра пройдусь, посмотрю. Карлос, ну ты можешь унюхать грибы? Я вот нашел на обратном пути. Вот один хороший, такой большой. А вот, по-моему, уже самый настоящий. О, вот он. Ага, тут что-то не то. Красная такая у него внутренняя часть. У белого такого нет. Это синяк. Он будет синеть на сломе. Вот. При воздействии с кислородом он сразу окисляется и синеет. И будет очень горьким. Хотя с виду, конечно, очень похож. Вот так, если не видеть красную эту штучку. Я не знаю, сатанинский гриб, он, наверное, точно так же синеет. Надо на всякий случай руки помыть. Он прямо аж чернеет. Вот какой цвет стал. В общем, грибы есть. Рыбы пока не видел, но завтра посмотрим. На рассвете хорошо их видно. Сейчас помою руки и займусь дверью, наверное. Попробую хотя бы кусочек, как оно будет, получаться не будет. Если будет плохо, то оставлю, буду дальше продолжать нарезать поленца для кладки стенки последней. Ну, таких тоже жучков очень много. Вылет у них. Бронзовки, по-моему, называются. Что-то они не летают сейчас. Так, хочу немного оторвать этого баннера, попробовать набить их там десяток, посмотреть, как оно будет смотреться, как оно будет прибиваться, чтобы не срывать все, а то потом что-то пойдет не так, придется все возвращать. Так, пару гвоздиков. Да, столько морочился с этим, и теперь разбираю. Опа.
Ну да, как я и говорил, тут планка. Если не раздавливать, не достает скобочка. Посмотрим, как будет смотреться, если придавить. Тут, блин, шершень, иди отседова. Разгружался. Сейчас хлопочешь. Я сказал, пошел вон отседова. Это не шершень. Это здоровенный овод, слепень. Сейчас хлопочешь все равно. Передумал? Не. Ну давай. Я предупреждал. Так. Все лучше, чем это грязное уже, ну, баннер. Буду снимать, наверное. Да не, однозначно лучше. Нет сомнений. Ладно, пусть пока так побудет. Еще набью несколько. Пойду собирать сначала камушки. Много, конечно, поломанных уже. Но это мы сами тут натоптали. Надо дальше идти. Да, мышки тут жили прямо в двери. Здесь шпингалет был в землянке. Дверь стояла в другую сторону, открывалась вовнутрь. Но это я так из соображений, что если зимой выпадет много снега, будет ветер, вьюга занесет прямо вот под самую дверь. И я не смогу открыть и выйти. Поэтому решил, что правильнее будет, если она будет вовнутрь открываться. Вовнутрь всегда можно открыть и выйти. Все-таки землянка, оттуда не было аж там ни окон, только двери. Вот. Тут не страшно, если даже и заметет, можно любое окно разбить и вылезти. Но это сколько надо просидеть дома, чтобы такую гору намело. Я не помню такого, чтобы за один день такие прямо сугробы. Ну, может, в детстве когда-то было. Сейчас зимы, конечно, совсем уже не те. Это как анекдот. Девушка говорит своему парню: милый, ты же обещал зимой на мне жениться. Дорогая, ну разве это зима?
Ну что, потихоньку дело движется. С опытом даже скорость немного начала увеличиваться. Но все равно, конечно, долго происходит. Ну как, относительно долго, ну полчаса. Ну еще там, ну, наверное, день точно придется убить. Но это сейчас не первоочередная. Я посмотрел, что все получается, все достаточно красиво будет. Потом вот так вот можно, это я уже откладывал, там длинненькие такие вот, тоже закрыть. Тут стыки не везде ровные, так будет красотища. Вот, так что сегодня еще немного поприбиваю, но дальше, пока не потемнело, нарежу еще пенечков и заложу на сухую хотя бы от комаров вот это вот отверстие. Можно, конечно, баннером быстрее забить, но лучше подготовить пенечки, повкладывать. Комаров здесь немного, поэтому я не сильно переживаю. Ну, в прошлый раз, во всяком случае, более-менее неплохо переночевал. Вот. Буду надеяться, что и в этот раз так же будет. Так, что-то комарики сегодня активные. Если что, буду использовать стружку древесную вместо песка. Потому что если будет волна, я на электромоторчике на ту сторону неизвестно сколько буду плыть. Времени не останется на кладку. А так смотрю, то здесь кучка, то здесь. Можно запросто на замес насобирать. А вода понемногу отходит. Скоро появится, снова нанесет ракушку мелкую. Можно будет опять просеивать и ложить. По мне так с ракушкой намного крепче получается. Не знаю, мне как-то привычнее. Да и красивее он так смотрится. Интересно, комары будут в щели пролетать? Или им все-таки нужен большой проем? Ну ладно. Как-нибудь переживем. У меня есть фонарик, который их бьет электричеством, так что мне не страшно. А завтра уже сделаю раствор и положу на раствор. Сегодня уже вообще не хотелось лезть в воду, идти за глиной. После работы хочется выходные в кровати провести, проваляться. Вот. Но здесь намного лучше все равно отдыхается даже с небольшим физическим трудом. Наверное, еще один рядок точно влезет, если раствора немного. Оно везде почти вплотную ложится.
четенько, как тут и было. Так, а где еще? Чуть-чуть не лезет. Так, подгонять уже завтра буду. Сегодня так, лишь бы меньше машкары пролетело. Вот так. И вот так. Так, тут всякие жучки бегают. Сяду на пенек, поотвечаю на ваши комментарии, послушаю птичек. Раньше, когда я читал какой-то хамский, оскорбительный комментарий, первым делом хотелось, так же резко ответить, жестко иногда даже хотелось тоже оскорбить в ответ. Но со временем я решил применить другую тактику. Я отвечаю на комментарии всегда доброжелательно и вежливо. И это принесло свои результаты. Вы даже не поверите, насколько это более эффективно и действенно, чем просто быть резким. К сожалению, я могу быть и резким тоже. Так вот, когда я начал отвечать спокойно и вежливо, в одних случаях человек словно остывал, он извинялся, признавал, что был неправ, и разговор заканчивался совершенно по-другому. Иногда бывший недоброжелатель становился вполне нормальным собеседником. А в других случаях происходило обратно. Мой спокойный и вежливый ответ настолько раздражал человека, что он начинал злиться еще сильнее. И, если честно, это тоже было по-своему забавно, потому что я видел, вывести меня из себя не получилось. С тех пор я почти всегда отвечаю на любые комментарии вежливо, и, как оказалось, спокойствие работает гораздо сильнее, чем сильная агрессия. Так, ну что, пора в избушку стелить постель. Нужно сделать ручку, найти тоже такую коряжку и прикрутить. О, смотрите, какой прилетел красавчик, приполз. Ладно, не буду их мешать. Им и так тяжело. Не знаю, что они постоянно дерутся, кто их рвет напополам. Где-то здесь видел, они вот обычно под дубами запчасти валяются. Ну вот, например, вот он один. Я его видел, он еще шевелился. Ну да, вот он наполовину съеденный, что ли. Много где видел, просто сейчас уже не вспомню. А ну вот, еще один. Вот, завтра опилки тут позребаю, там есть кучка. Вот кучка. Так, глядишь, и ведро наберется. Плюс на берегу можно уже немного ракушки подсобирать. Пусть не такой мелкой, как
как обычно. Можно ее топором поколотить. А где-то я видел, уже было намыто. А вот прямо здесь, возле лодки. Ну, крупноватая, конечно, для раствора. Я совсем забыл. Я сегодня привез с собой гамак. Не знаю, сейчас не хочется там вешать его, комаров много. Может завтра. А может и не будет когда побалдеть, поваляться. Ладно. Брал еще эти. Секатор брал для камыша. Ну, вроде и ножом неплохо режется. Да, мне еще одна мыслишка пришла в голову. Завтра, наверное, отсюда все уберу в сторону и сниму баннер. Вот. Здесь Юра сказал, что, возможно, это не пенечки так по пузам поставлены, а просто раствор сюда падал. Вот, и просто здесь, возможно, задержался. Вот, то есть этот раствор можно будет, это же не цемент, его можно использовать много раз. Развести водой, и он уже готовый, нормальной консистенции. То есть если я отсюда сейчас достану там ведро с-под кровати, еще где-то попадал, вот, то будет завтра чем положить эти поленца, которые я нарезал. Так что да, пора уже снимать эту ерунду, чтобы были стеночки из бревен. И когда-нибудь можно этой болгарка, у меня есть аккумуляторная, придумать, какой круг лучше возьмет, чтобы почистить глину, которая попала на торцы. Вот, зачистить их, то ли просто наждачным кругом, то ли каким-то там специальным. Может быть, щеткой вот этой металлической круглой. Ну, надо поэкспериментировать, чем лучше будет. Вот такое широкое, большое покрывало. Ну, такое одеяльце. Летний вариантик. Его хватает как раз вот на 2 кровати, считается, большое оно. И я вот так вот его к стенке подворачиваю. И если прохладно, буду накрываться ночью. И никакие там муравьишки или какие-нибудь букашки не будут ползать от стенки, залазить. Вот. Хорошая, удобная штука. Вообще, конечно, на лодке замечательно. Можно взять много всяких вещей. У меня и кофта, и шорты, и тапочки. Все, что хочешь. Там носков 3 пары. Не знаю зачем. Вот. Что еще сказать? Буду отдыхать, наверное, уже. Карлос уже он храпит. Буду отвечать на комментарии. Особенно на вот эти вот хамские. Буду вежливо отвечать. Вот. А тех, кто хамят, будет беситься. Как же ж так не получается его вывести из себя. Так что вот так. Спокойной ночи. До завтрашнего утра.